Дарья. Сколько вам лет? 30, давайте будем считать. Хорошо. На самом деле, когда анкеты заполняли, мы отмечали те, кто здесь живут, чтобы люди не приезжали откуда-то. Много анкет было. Были пациенты постарше, помладше, даже, по-моему, там подростки были. В любом возрасте могут быть проблемы. Что нужно, чтобы проблема появилась у человека? Роды были. Это не проблема. Мы, собственно... А кого нашли в капусте? Это не проблема. Смотрите, но близко. Мы говорим, вчера у кого-то из пациентов прозвучало, парень, у которого был полтора вывиха, в кавычках, да, он там полный вывих над коленкой, потом он думает, что был подвывих, пусть 1,5-2. То есть вы слышали, дисплазия. Есть иногда на старте пациент рождается с некими особенностями. Особенности связывающего аппарата, особенности строения. И это, конечно, благоприятствует появлению клиники в более молодом возрасте. Потом уже на это, в кавычках, было бы неплохо накинуть какую-то травматизацию, в кавычках, да, травмироваться, чтобы появились дополнительно какая-то слабость, нестабильность коленного сустава, и это все в совокупности дает такой ответ. Не все, кто родился с дисплазией, они потом узнают о своей проблеме, например, в 70-80 лет, когда там сустав тазобедренный сношен, там рекомендовано оперировать. И тут при выборе определенного подбора протеза возникает вопрос, что, конечно, дисплазия, она оказывает влияние. Так, здесь что-то написано. Ага, все. Это у вас, это рентген, да? МРТ. МРТ. Здесь кусочек заключения. Значит, написано деформирующий остеоартроз правого коленного сустава первой стадии. Здесь классификация по Косинской. Сегодня будет. Есть классификация рентгенологическая по Келгерен-Лоуренс. Там 4 стадии. Здесь первая стадия. Здесь единственное есть одно лишнее слово в первом упражнении. Давай любое выброси, которое тебе больше всего не нравится. И ты будешь права. Давай, любое. Деформирующий. Не нравится. Абсолютно верно. Слово деформирующий, это само по себе подразумевает, что деформация. Никакой деформации ни в таком возрасте, ни по этой стадии нет. Поэтому здесь это слово лишнее. То есть здесь слова деформирующий нет. Просто можно написать, хорошо, остеоартроз правого коленного сустава первой стадии. Вот. Незначительный реактивный синовиальный выпад, то есть скопление жидкости. Это дата, когда примерно делали его? 2 недели назад. 2 недели назад. Незначительный, что-то увидели там в пределах плюс-минус. Хондромаляция второй степени. Не указано чего. Расслаивающее повреждение тела внутреннего мениска. Внутренний мениск тела, вы уже ориентируетесь, да? Тоже не написано, какое повреждение, какой степени. Это вы выделили то, что вас больше всего испугало? Да. Да. Нет, то, что я думаю, что у меня была травма на танцах и связки. Хорошо. Выраженный лигаментоз передней крестообразной связки с учетом анамнеза, вероятно, посттравматического генеза. Лигаментоз – это изменение. Лигаментум – это связка, и это изменение связки. Какие-то нагрузочные, какие-то травматические. Здесь специалист с учетом анамнеза это все написал. И киста Бейкера, киста подколенной области. Сегодня мы, когда будем говорить о заболеваниях, немножко будем касаться. Держите. Теперь жалобы. Болит при сгибании, при прыжках, например. Я танцами просто занимаюсь, и еще фитнес-тренер в какой-то степени. Вот. Твои знакомые? При каких-то физических нагрузках больших
создается боль. Что не нравится коленному суставу? Прыгнуть, присесть, походить, ступеньки. Прыгнуть, присесть. Прыгнуть, присесть. Как давно это происходит с коленом? Месяц назад у меня травма небольшая произошла. Примерно можете, ну, плюс-минус показать ее? Ну, что с коленом случилось? Это падение, подворачивать? Я танцую, у нас была импровизация, я на этом не буду показывать. Да. И я сделала вот такое движение резкое в плие, и там как будто бы проворот был коленного сустава по связкам. Хорошо, то есть у вас нога была фиксирована, а вы на нем крутнулись? Ну, почти, да. То есть вот это движение было в эту сторону, на правом колене? Да, на правом, да. Сюда. Ну, и у вас ощущение, что у вас в колене что-то крутнулось. Мы это сегодня видели. Да. И до этого ваш коленный сустав был в идеале. Никогда в жизни он вас не беспокоил. Вы даже не знали, где он находится. И даже как он называется. Иногда ныл, беспокоил, я танцами занимаюсь Вот. лет К чему? 17. То есть тогда от вас версия. Вот как вы понимаете свою проблему. У вас проблема появилась, когда вы крутнулись, либо она была раньше? Выраженная проблема появилась после Хорошо. травмы. Но А может быть, была раньше. до травмы тогда колено было не идеально. Можно так сказать? Не знаю, но я не обращала на это внимания. Все. Ну то есть здесь пациент борется, но в плане чего? Вы видели классификацию? То есть нет, она абсолютно права. У нее отчет ее вот таких жалоб и понимания. Вы сейчас себя чувствуете пациентом? Нет. Нет. То есть оно не настолько сильно болит. И тогда она тем более не чувствовала себя пациенткой. Хотя ощущение, что что-то было не так. Или нет? Когда? Ну вообще до вот этого прокручивания. Вы не ответили, что идеально оно было до прокручивания. Было ощущение, что... Ну, при больших нагрузках оно бывало ныло, да. Вот. А левая? При этих же нагрузках? Скорее нет, чем да. Вот. И тогда мы понимаем, что проблема была до этого прокручивания, раз. Здесь не было какого-то выраженного прокручивания, тем более она занимается постоянно танцами. Это не обычная нагрузка для вас, правильно? Давайте сыграем. Вы мне подсказываете, что мы делаем. Доверимся им? У них шансов, смотрите, сколько это. Нет, они... Хорошо. Боль максимальна, когда вы прыгаете и приседаете. А из этих двух позиций что больше всего не нравится? Ну, то есть прыгать, да. прыгать. А это вы когда крутнулись, вы с элементом Нет. прыжка, то есть вы просто стояли, крутились? Да. Хорошо. Может быть, телефон вам, чтобы не мешал, уберете и ложитесь на кушетку. Ребята, иногда у вас есть заход глобально посмотреть пациента. Иногда вы можете зайти прямо вот с коленного сустава. Колено у вас правое. Давайте эту ногу. Сгибайте ногу. Угу. И давайте вот эту. По тому синовиту, который написали. Ну, ничего криминального нет. Левый коленный сустав, он работает хуже, в кавычках, вот здесь. Да. Жалоба у нее справа, я напомню, то есть здесь, почему я смотрю, здесь он оп, спокойненько сделал так вот движение. Я сравниваю, если бы у него было одинаково так, это бы не зацепилось. Все в пределах нормы. Здесь тоже норма, но тем не менее, видите? И то, что она говорит, например, о проблеме в правом суставе, вы можете правый полечить, она скажет, а теперь правый лучше, чем левый. Вы это тоже слышали. Чувствуете разницу, да? Я чувствую боль вот здесь, когда вы сгибаете. Хорошо, по амплитуде вот так и по амплитуде вот так. Вот здесь тяжелее она идет, нога. Теперь, когда я сгибаю, где болит? Вот где-то здесь.
Ага. Вот здесь болит? Вот при таком сгибании. Ну, сбоку конкретно локализацию точку не могу сказать. Вот здесь? Где-то Вот здесь? Давайте на. где-то вот здесь. Ага. Где-то вот здесь. Ну, внутри. Внутри там или вот здесь? Там. Прям там. Вот здесь. Давайте согнем. Ой, нет. Где? Где-то вот где-то там внутри видно чуть больше. Вот здесь внутри. Да. Она показывает и на тело латерального мениска, хотя там написано медиальный, да, и показывает на наружную боковую связку. И так. Ну, нет четкой определенности. Теперь тестируем. Держите. Давите вверх. Мышца работает. Давите. Сейчас держи. Дави. И здесь работает. Давите. Здесь гипертонус. Может быть, это способствует вот этому как бы ограничению, безусловно. Но нас интересует правое колено. Давите. Больно? Нет, я боюсь. Боитесь что? Что? Больно будет. Хорошо. Ну я потихонечку. Давите. 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 И теперь та ситуация, когда непонятно. Вроде бы она и защищает, а может быть это не работающая мышца. Держите здесь. На руках. Ну здесь хорошо. Может быть стоя. Дави. Вот, держи вверх. Не, вот туда. Дави. Ну, тоже спорная ситуация. Тогда, ладно. Дави. Здесь. Еще раз дави. Еще раз вот сюда. Ниже. Дави. Так не страшно, да? Давите. Есть слабость? Теперь поехали отсюда. Куда поедем? Пока мы здесь. Смотри сюда, пожалуйста. Смотри глазками. Смотри глазками. Дави. Да. Смотри, пожалуйста, сюда на голеностоп. Дави. Сюда смотри. Дави. Ну, где-то здесь. Теперь. Держи, пожалуйста, ножку. Глазками сюда стрельни, сюда же вот на стопу и дави. Не убирай. Прям держи. Дави. Увереннее. Да. Понятно, есть погрешность. Она могла фасилитироваться и подняла шею. И так далее. И как убрать эту погрешность? Да, конечно. Стрельни туда глазками, он на стену. Дави. И все. Здесь, получается, есть какая-то проблема, которая дает слабость разгибателя бедра. Но эта слабость может не создавать ту жалобу, которая у нее присутствует. Теперь, почему, дави, пожалуйста, не работает эта мышца? Это для тех, кто захочет сдать экзамен ХС на фрактал. Да. Отлично. Хорошо. Надколенник погладил. Не оно. Может быть, она жалуется, здесь внутренняя боковая связка, как кстати. Почему нет? Нет. А почему нет? Ответьте на вопрос. Потому что она максимально натянута при разгибании, а болит у нее при сгибании. Видите? Передний крест. Передний крест стоит выше по фракталу. Над ним, может быть, в итоге стоит ноцицептор, который здесь расположен. Стимул. ДТР. Давите. Мышца сильная. А теперь я могу уже через этот заход найти тот сегмент не на улучшение, а на ухудшение, стимуляция которого вернет эту проблему.
Например, вот здесь постучал. Там, где основание 1-2, это больше тазобедренный сустав. Хотя здесь я тоже его тестирую, да видите, я могу спокойно нагрузить. Далее, 4-5 здесь постучал. Согласна? Хуже стало? Да. То есть все сходится. И теперь я хлопаю здесь, перевожу в базу вышестоящую дисфункцию. Не обязательно, чтобы приоритет. И, да видите, получаю усиление. И теперь моя задача попробовать проверить приоритет через возврат этой дисфункции. Если остановился на последней станции, я уже не верну, кроме как простимулировать это. Но если это какой-то уровень, а над ним кто-то есть, она съедет. Мне важно иметь первичный рецептор. Это может быть тоже первичный, я не знаю, но у меня есть информация по крестообразной связке. Расслабь, пожалуйста. Я подергаю. Ну, нет, ну, все в рамках разумного. Если мышца долгое время не работала, может быть такой люфт. Иногда А вы давно танцем занимались? В детстве занимались? В детстве нет. Нет. А так лет 17. Бывают детеныши, девочки занимаются гимнастикой, танцами, и там может быть особенность профессиональная. 15 раз было. Да и сила – это вершина пирамиды. И, конечно же, когда она прыгает, почему я спросил, ей становится хуже. А когда она крутнулась, сделала ли она хуже? Конечно. Не-не-не, вот здесь. Но она же нагружает, и здесь это тоже могло спровоцировать травму и усилить нестабильность коленного сустава. Мне кажется, это просто дестабилизировало коленный сустав, она крутанулась, она там мышцы не работают, вот она. Да, но она когда через стопу, то есть у нее сейчас что-то выключено, но когда она крутится, фрактал увеличится, и те мышцы, которые сейчас работают и не имеют отношения к этой дисфункции, они могут присоединяться и увеличиваться нестабильность коленного сустава. Это обычное дело. Держи, да. Да. Держи, пожалуйста, под колено мышца. То есть куда скручивание? Нога фиксирована, и вы крутите сюда. Да? Нет, не на полпальца, на прямой. Вы крутнули сюда. Да. Соответственно, повернуть ее не можем, но мы поворачиваем стопу. Вот движение. Стопа сюда, тело сюда. Вот это провокация. Держи, пожалуйста. Да и мышца сильная, подколенная. И угол я специально не довернул. А сейчас я увеличиваю. Или отсюда же догружаю эту зону. И сила. Да и, может быть, но здесь она не выключается. Аддукторы. Нога к ноге своди, пожалуйста. Нога к ноге. Здесь слабость. Отводящая группа. Дави. Здесь сила. Дави. Здесь сила. Дави ножкой вниз. Дави. Здесь слабость. Дави вовнутрь. Это включилось. Вниз дави, пожалуйста. Задняя поверхность не включилась. Из всего, что мы нашли, не включается задняя поверхность. Дави. Задняя поверхность. Согни ножку. Полностью сгибай ногу. Сгибай, сгибай, сгибай. Смотрите, и она мягко. Здесь нет сопротивления. А боль? Здесь не было сопротивления. Здесь же было боль. Ограничение. Болит, не болит? Сейчас нормально, да. Ограничение здесь.
А могли сыграть, если вы промолчали, она сказала, да, стало легче. Но боль ушла. Теперь двойной УТЛ, нет, тройной стимул еще раз. Да, это приоритет, она не вышла из базы. И теперь смотрим, опять же, через ассоциированную мышцу поиграем. У нас пациентка как раз таки под этот запрос. Да, видите? Как найти, кто компенсирует? Противоположный стимул. Посмотри, пожалуйста, сюда. Вот сюда. Ну да, можно вот так. Да, сила. Смотри, в потолок ложись. Да, это был нормальный тракт. Да, надо правым, левым, но если мы не найдем, мы вернемся к этой дисфункции. Какие еще варианты? Погладили. Нео. Холод, тепло. Подумать и все остальное. Наверное, Нео будет. Да? Нео. Вопрос, где он? Через тройной. Татушка на голени, я обратил внимание, но она спокойная, но сейчас она не дает это себе знать. И почему не татушка? У нее вот эти мышцы, дави, пожалуйста. Вот, то есть они бы были бы, да. Это стоит обратить внимание. Когда там. Теперь, как вы думаете, где может быть Нео? Тут есть, это, наверное, просто от обуви, да? Какие-то Нет, это... ожоги? Да. Ожоги. Ну, в смысле, проезд по полу. Угу. На танцевальном. Профессиональные, да. Какие-то следы. Ну, кожа содралась, Ну, и... это не обязательно, что будут проблемы, но просто. Ну, относительно. Иногда это бывает, если какая-то обувь специфическая здесь натерла, либо вот такое движение. Теперь, у Нео паттерн отдергивания НВР. Соответственно, я ожидаю, как вариант, найти либо здесь, либо как вариант здесь. Логично? Я могу обдавить эту область и протестировать, и не помогло. И обдавить здесь, дави, и помогло. Помогло? Да, то есть вот это отдергивание. Нет, это может быть просто подворачивание этой ноги. Это не наступило, у нее вторичная основная Нео. То есть здесь она ни при чем, здесь там гвоздик, это все остальное. Первичная травма, вот она. Если это не было какого-то удара сюда, вот, это могло быть спокойно вот подворачивание этой области. Было как-то болело немножко, но прошло быстро. Болело немножко. Да, сейчас вообще тогда нормально беспокоит. Чуть-чуть совсем, буквально пару недель. Тоже на танце было. Подворачивание. Дави. 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 Что? Тогда вот так. Да. Да. Иногда на стопе, поскольку особенность тканей, нужно более такое грубое воздействие, чтобы стимул прошел. Двойные стимулы. Да. Да. Да еще на себя, на себя. Попробуем вернуть. Да. Скорость возвращения дисфункции от чего зависит? Дайте, которую вы пролечили. Ну, приоритетный, неприоритетный. Дайте. Ну, у ноцицепторов они быстрее вернутся, чем там цепочки сумки по стимуляции. Давите. Давите. Подвигайте ножкой.
согните колено. Интереснее? Да? Может быть, надо одевайте носочек, ну попробуйте приземлиться на ножку. Не обязательно прыгать со всей высоты. Ну, сейчас посмотрим, что ответит. Сделайте небольшое движение, чтобы вы понимали и уровень безопасности, и... Угу, да. Угу. Так, а у кого колени болели? Сегодня вечером, вот 2 раза в день, пожалуйста, делайте. Да. Карин, запишешь, потом в группу скинешь по это. Лучше? Да. Да. Ребята, можно от связки коленного сустава? На самом деле, вот что Хосе просит на экзамене? Он просит убрать, например, в какой-то период будет такое, он скажет 2 дисфункции, 3 дисфункции, 1 дисфункцию. Надо убрать, чтобы был результат. И даже если у нее там есть... Смотри, ты сейчас попрыгала, а лучше стало? Ты добавила вот эту штуку. Мне просто было очень больно пяткой стучать, ну, недавно. Недавно. Сейчас лучше? Да. Но еще нюанс, ребята, важный момент. Значит, если там были связки, они подстроились под это. Есть особенность, когда связка выключает мышцы нормальным ответом. У нее сейчас она может быть перевозбуждена, а она прыгнула 3-4 раза, на 5-й она выключила. И поэтому, почему рекомендуют дозированно, почему человеку после снятия гипса не говорят прыгать. Я вам больше того скажу, даже после, если условно, я всегда приводил пример, если я загипсую на 3-4 недели здоровую конечность, он на нее не сможет наступать. Это точно. Ну, потому что нужно время. И поэтому это нужно дозированно, постепенно делать. Понятно? Довольно? Да, спасибо большое. Да. Ребята, ну, можно условно подергать. Смотри, здесь, возможно, через какой-то момент татуировку нужно посмотреть. А вы вместе, да, работаете? Мы смотрели, просто Да. почему-то вот создавались вот эти дисфункции. То есть я думала, там низко, не низко, вот это вот все. Еще важный фактор. Значит, там, где вы занимаетесь, у тебя какая-то одежда специальная? Леггинсы, топ. Вот, в этой одежде ее нужно тестировать. Да. То есть ее надо тестировать, она может что-то придавливать, и в этот момент что-то происходить. Даже факт наличия запаха распылителя в зале ее может триггерить. И она будет прыгать, и она в этот момент она зашла в зал и выключилась. Понятно? И эти факторы нужно учитывать, даже освещение. Но вы даже не представляете, как вам повезло. У вас под рукой есть специалист грамотный, который может прямо там протестировать. Если где-то что-то выключается в моменте до того, как она зашла в зал, там можно даже в раздевалке в зал протестировать. Что-то меняется, что? Нет, это разные залы. Я танцую в одном зале, работаю в другом месте. Это, наверное, просто образно. Это не означает, что у вас в каком-то зале будет проблема. Ну, это все влияет. Когда человек пришел и работает, например, стоматологом с какой-то химией и пришел ко мне в кабинет, у меня нет этой химии в кабинете, понятно? А он вернулся обратно, надышался и опять посыпался. Михаил, здесь вот по поводу повреждений, сколько, операций, не операций? Ложись, пожалуйста. Что можно посмотреть? Я здесь важный момент. Колено-то крутнулось. Да, здесь может быть локальные штуки в коленном суставе. Значит, крутнулась она вот так. Стопа была, поворот сюда. Но поскольку здесь фиксировано, я делаю вот это движение. Здесь была внутренняя ротация. Тогда при внутренней ротации что может натянуться? Крестообразной связки раз. И почему бы она не могла быть первичная, вторичная, основная? Которая, в принципе, если приоритетна, она может сама разрешиться. Все равно она активно прыгает, у нее выше вероятность, что она дисфункция разрешится. Плюс, опять же, если сочетание. Задний рог, передний рог. Тогда
Ребята, вот здесь чуть-чуть, сейчас я покажу. Ну, у нее форма такая. Ну, может быть, здесь контурировать чуть-чуть больше. Видно? Видно? Вот это вот то, что касается жидкости. И здесь есть такое припухлость. Но вот здесь вот если отсюда посмотреть, вот здесь вот такой венчик, вот это вот синовид небольшой. Это то, что написали тебе на этот небольшое скопление жидкости. И, конечно, пока есть скопление жидкости, оно, конечно, влияет еще и на капсулу сустава. Здесь по-хорошему, сколько дней прошло? Месяц. Пока есть синовид, не нужно разгуливаться сильно с нагрузкой. Почему? Потому что она может попрыгать, и у нее сустав будет провоцироваться, будет надуваться сильнее. Вот. Если изначально был синовид, показания вообще даже ходьба на костылях, фиксирующая повязка, но это в остром периоде, чтобы это все... Я видел пациентов, которые в остром периоде профукали этот момент, и потом они ходили вечно по 30 уколов, удаляют жидкость, снова появляется, удаляют, снова появляется. Ну, это такая проблема. Поэтому здесь стараться дозировать нагрузку и такие холостые движения, которые будут способствовать нормализации вот этого фона. Теперь, держи, дави. Здесь сила, дави вниз, здесь сила, дави вовнутрь. Сегодня будет лайфхак, давите, сразу покажу, дави. Вот здесь у нее отводящая группа, она выключается. Согласна? Вот так она сильная, давите, была и есть. То есть вот так не нравится, давите. Это, скорее всего, тазобедренный сустав, либо таз. Давите, вот я без колен, вот сюда, на меня дави, пожалуйста. Она слабая. Когда у нее нога согнутая, у нее нарушается стабильность на этом уровне. Причем, возможно, она не ловит эту позицию, и это не является для нее проблемой. Но есть такая штука. Далее. Я могу тестировать ротаторы. Давите. Дави вовнутрь. Вот так закручивай. Дави. Еще раз. Дави вовнутрь. Вот. Первое движение было непонятно пациентке. Теперь под разными углами. Под разными углами. Даже ложи сюда. Вот так. Держи. Дави вовнутрь. Дави вовнутрь. Видно? Здесь не теряется, да. Но я все тестирую. Это тазобедренный сустав. Дави на меня. Дави на меня. Дави на меня. Еще раз дави. Пусть здесь потерялось. Здесь потерялся внутренний ротатор под этим углом. Дави, пожалуйста. А здесь он сильнее потерялся. Дави. И это тазобедренный сустав. Тазобедренный. Да. Доказательство. Погладили спереди. Не помогло. Провели здесь. Держи, дави. Подожди, не выпрямляй, а дави, вот, дави на меня, на меня. Нет, ты давишь туда. А нужно, я тебе покажу движение, подожди, вот это, хорошо? Дави прямо на меня. Не, вот так. Но она пытается силу показать. Дави на меня. Вот, раз. Давай. Дави на меня, на меня, на меня. Не тазобедренный сустав. Внутренний ротатор. Дави на меня, вот, да, закручу. Дави. Да, хуже становится, когда я здесь растягиваю, ребята. Может быть лонная, может быть промежность. Тише. И вот так. Дави. Да. Угу. Дави. Дави. Двойной, тройной, это были двойные, тройные, это приоритетная дисфункция. Дави. Ну, значит, ошибку сделал. Сейчас проверим. Если все правильно, значит, дави. 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 Отлично. Вот эта штука могла повлиять. Сейчас мягче. Вот сейчас она лучше ложится. Дави. Держи.
Дыхни. И, кстати, вот эта штука лучше. Подожди, давай чуть-чуть ближе. Я ухудшу. Вот сюда ближе. Вот сюда. Дыхни. Да. Ну, останется, возможно, какая-то ноцицепция, а может быть нет. Дыхни. 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 Ну и, собственно, дыхни. Она, ребята, тут немножко надо передавливать, то есть она не идеальным образом ингибируется, но тем не менее, вот она начинает плыть, какие-то локальные проблемы. Дыхни. Я сутейл закручиваю. Дыхни. Сутейл закручиваю. Норма. Сутейл сделал вот это движение. Дыхни. И переразгибание. Дыхни. Еще раз дыхни. Дыхни. Встань, еще подвигайся. Сутейл, да. Ну, это экспромт. Есть возможность. Да, то, что она крутнулась, надо смотреть проксимальный межберцовый сустав и межкостную. Довольно? Спасибо. Все. Если я все уберу, смотри, знаешь почему?